Я точно вам найду автомобиль, если вы его не будете ломать. Да, дай ему, скажи ему 12, я тебе отдам за 11 300. 700 твои, я потом с тобой рассчитаюсь. Много кто сталкивался, но мало кто знает, что покупка автомобиля в Украине является не всегда безопасной. Продает под коварными черными схемами. В принципе, в моей работе мне нравится практически все. Всем привет, меня зовут Василюк Роман, я автоэксперт, сейчас вам расскажу, кто это. Автоэксперт – это профи своего дела, который может выявить все пожелания и потребности у клиента к своему будущему автомобилю. Самым главным является это знание технических характеристик, с помощью которых он сможет предложить аналоги. Благодаря моим знаниям мой клиент знает о всех плюсах и минусах своего будущего автомобиля. Главная задача автоэксперта – это экономия времени и денег, а также уберечь от покупки автомобиля, который в будущем может принести негативные сюрпризы. Лично мое мнение, автоэксперт должен любить автомобили и разбираться в автомобильной тематике, чтобы быть в ногу со временем. Лично мое мнение, что в этой профессии самым важным является это любовь к автомобилям и все, что с ней связано в автотематике. При покупке автомобиля, имея в вооружении один толщиномер и быть просто автолюбителем, это то же самое, что знакомиться в ночном клубе с девушкой в шикарном макияже. Но только ты тогда видишься с ней через время, видишь ее без макияжа и узнаешь, какая она изнутри. Так и с покупкой автомобиля, как и в отношениях с девушками. Самое важное является ее сердце, это моторесурс автомобиля. Мы же не покупаем автомобиль на одну поездку. Клиент, который обращается к автоэксперту, сможет рассказать о всех своих пожеланиях и технических характеристиках автомобиля, а также сможет узнать всю его историю, как он обслуживался и сколько у него было владельцев. Очень удобно, что приобретая автомобиль с Америки, оплата идет поэтапной, так как не нужно вносить сразу же всю сумму, что невозможно при покупке автомобиля в Украине. Это автомобили, которые идут после страхового случая. Наши эксперты на этапе подбора смогут уже оценить стоимость ремонта, доставки и растаможки. Вместе с этим есть люди, которые покупают автомобили сами, без помощи эксперта, но при этом получают негативный опыт. Это несвоевременная доставка, недооценка стоимости ремонта, сами удары бывают со скрытыми повреждениями, поэтому нужно обращаться к профессионалам. Я считаю, что покупка автомобиля США является классной возможностью, но самое главное это делать с проверенными и опытными компаниями. Но самое уникальное это то, что мы имеем возможность привезти электрокар, так как в Украине нет ни одного официального дилера. Я точно вам найду автомобиль, если вы его не будете ломать. Много кто сталкивался, но мало кто знает, что покупка автомобиля в Украине является не всегда безопасной. Так как на вторичном рынке Украины и Европы самой главной проблемой является это скрученный пробег. Это делается в целях для того, чтобы продать автомобиль подороже, обмануть покупателя и скрыть его износ мотора. Мне нравятся в первую очередь автомобили, а также немаловажным фактором является то, что я могу воплотить чью-то мечту в реальность, их эмоции. У кого-то первый автомобиль, у кого-то круто подобран, кто-то вообще не может нарадоваться своему автомобилю, по сей день мне звонит и говорит: Роман, как там, перешли уже в дружеские отношения. Так как я получаю уйму удовольствия от своей работы, я считаю, что я занимаюсь своим делом. На самом деле автоэксперт это как менеджер, так и подборщик, так и какой-то человек, который разбирается в автотематике. Автоэксперт может зарабатывать как и $500, так и 10 тысяч. Это в большинстве зависит от человека и как он подходит к своей работе. Перекупы – это те люди от слова «перекупить», те, которые при покупке автомобиля занижают стоимость автомобиля и продают его дороже. В большинстве случаев я уберегаю своих клиентов от таких продавцов, потому что могут быть много скрытых технических неполадок.
Но отношение мое к перекупам достаточно нейтральное. Есть как и хорошие люди, так и те люди, которые не думают о завтрашнем дне. Поэтому нейтральное. Автомобиль нужно проверять на независимых СТО, те, которые не завлечутся деньгами. У меня есть достаточно много роликов. Есть большой ролик про авторынок, там, где рассказывается, какие автомобили продают и как их продают, где мне лично предлагает перекуп, взятку, чтобы я, как автоподборщик, своему товарищу соврал по его истории. Хотя я в этом вижу, оно видно сдалека, так как ты занимаешься этим продуктом, ты в этом понимаешь больше, да, видишь уже машины вот так, сдалека, типа, тебе ничего, не то, что от тебя ничего не скрыть, чуйка уже работает, вырабатывается чутье. Когда он говорит, слушай, там, да, дай ему, скажи ему 12, я тебе отдам за 11 300. 700 твои, я потом с тобой рассчитаюсь. То есть завлекают какие-то перекупы. Это те люди, которые могут предложить какой-то коварный план. Ты, будучи автоэкспертом, поехал подбирать автомобиль, он тебе предлагает деньги, ты, получается, либо завлекаешься, да, в эту черную схему, да, и обманываешь клиента, получаешь с клиента деньги и получаешь с перекупа, который заинтересован только продать. Он живет одним днем. Он завтра другую покупает и продает так же самое. Это люди, которые не думают о своей карьере. В большинстве случаев есть и хорошие ребята, которые покупают и продают, но говорят при этом правду, то есть они продают грамотно. Есть такие перекупы, которые с собой ведут какую-то цепочку. Это множество ребят молодых, которые заинтересованы продать, которым надо деньги, которые студенты, которых там сессия. Он им говорит, что как и надо продавать, при этом он сам ездит, продавливает покупку автомобиля, а через этих малышей продает вот коварными черными схемами. Он не засвечен, а автомобиль продан. И так появляются негативные истории, горький опыт с автомобилями. Поэтому реально очень важно обращаться в нейтральные такие СТО, где дадут тебе действительно экспертную оценку. Я во многих ситуациях обращаюсь только к тем СТО, которые проверены, в которых есть какие-то уже знакомства, которые дадут реально независимую оценку. Потому что я не заинтересован лишь бы сбить цену при покупке клиенту, если это подбор авто в наличии. Я не заинтересован лишь бы там сбить цену с продавца. Потому что если там хороший автомобиль, можно поторговаться. И клиент тоже видит, как я торгуюсь. То есть, выбирая самый автомобиль в нише автоподбора, это входит выбор автомобиля, проверка автомобиля, поехать на СТО, разузнать все за МРЭО, переоформление, поторговаться, и клиент знает все прозрачно. В принципе, в моей работе мне нравится практически все. В большинстве случаев выбешивают это недоброжелательные продавцы, после которых мне труднее работать, в самом деле. Восстанавливать авторитет, заглаживать, грубо говоря, все какие-то их раны, наболевшие. То, с чем они сталкивались до этого с недобросовестными продавцами, мне приходится наново восстанавливать в человеке. Это забирает очень много энергии и времени. В большинстве случаев люди воспринимают в основном на позиции крака мозга. Вообще у человека восприятие информации поделяется на 3 типа. Это кракомозг, потом кракомозг распределяет услышанную информацию, переходит в средний мозг, и средний мозг уже либо отрицает информацию, если ты что-то не то сказал, либо не завоевал его доверие, либо же переуправляет неокортекс, и когда он уже становится в работе с тобой. Психология. К конкурентам я отношусь достаточно уважительно, так как среди конкуренции я могу вырасти как эксперт, а также дать больше, чем все остальные. Лично для меня это достаточно трудный вопрос, потому что, мне кажется, я родился, чтобы стать автоэкспертом. Но для того, чтобы стать автоэкспертом, нужно в первую очередь уметь, как я и говорил ранее, работать с людьми, любить автомобили, развиваться в автотематике, и кайфовать от полученного результата.
Моя глобальная цель – это стать автоэкспертом номером один, продолжать радовать и воплощать мечту в реальность своих будущих клиентов и нынешних, конечно же, и также обучить множество людей, которые хотят развиваться в этой отрасли. Я хочу всем пожелать быть профессионалом своего дела, а те, кто только начинает, не стесняться и развиваться каждый день. Так как я начинал совсем с немногого. Я очень давно мечтал о своем автомобиле, все детство, всю школу, все Суворовское училище. Я смотрел всегда на автомобили как на свою мечту. Поэтому, ребята, если вы планируете воплощать свои мечты в реальность, двигайтесь, делайте для этого больше, чем все остальные.